Всем привет, друзья! В этом видео хочу рассмотреть вот такую вот потрясающую интерьерную модель от Mini-Art. Это американский танк Grand MK1. Эта модель – часть новой линейки от Mini-Art, в которую входят модификации танков Grand, а также М3 Ли. И эта линейка выпускается немного по другой логике, чем танки Т-54, Т-55. Дело в том, что здесь, если выпускается интерьерная модель, то без интерьера точно такая же модификация уже не выйдет. И наоборот, если выходит модель без интерьера, то с интерьером ее уже не будет. Ну а Т-54 и 55, как вы помните, выходили попарно. То есть была модель с интерьером и ровно такая же без интерьера. Я думаю, такой подход, как на этих американских танках, более интересен. Так продукция фирмы не дублируется. Сами танки М3 Ли и Grand, как видите, довольно необычные, я бы даже сказал, монументальные и очень сильно отличаются от своих, скажем так, традиционных собратьев. Здесь в глаза бросается оригинальное расположение орудий и огромные люки. Правильнее даже, наверное, сказать, двери. Конкретно в этот набор входит еще комплект британских скаток и сумок. Вот они расположены по борту танка. Также на боксарте я хочу отметить изображение внедорожника бантом. Это отсылка еще к одному набору от Mini-Art. Кстати, экипаж тоже присутствует в ассортименте фирмы. Давайте рассмотрим коробочку со всех сторон. На одном из торцов здесь изображены все возможные варианты исполнения этого танка. Как видите, здесь есть танки песочного цвета, камуфлированные, а также защитного. Но все это мы поближе рассмотрим на инструкции. Давайте открывать коробочку и посмотрим на модель поближе. Внутри нас встречает первым делом инструкция. Такая вот довольно толстая книжечка, внушительная. Но и неудивительно, деталей здесь довольно много. Далее крупный увесистый пакет с деталями. Сейчас я его распакую за кадром и вернемся к обзору. Ну а сам обзор начнем традиционно с инструкции. Итак, инструкция, как всегда у Mini-Art, это прекрасно, качественно отпечатанные схемы, абсолютно четко читабельные рисунки, номера, все до мельчайших деталей прекрасно просматривается. Первые и последние страницы цветные. Давайте в первую очередь остановимся на особенностях модели. В комплекте у нас присутствует рабочая гусеничная лента, двигатель Continental, полностью детализировано боевое отделение, водительское место. Все люки могут быть исполнены в открытом или закрытом положении. Также в наборе присутствует фототравление, прозрачные детали и декаль на 8 вариантов. Также, как я и сказал, здесь присутствует набор британских скаток и сумок. Этот набор, кстати, можно приобрести отдельно. Далее, на первом цветном развороте варианты окраски танка. Это учебное подразделение Великобритании и австралийская танковая дивизия. Обе машины выкрашены в оливковый зеленый цвет. Далее, следующие варианты окраски – это уже машины для боевых действий в пустыне. И самое главное их отличие – это чехол на маске орудия. Если на предыдущих вариантах орудие было не защищено чехлом, поскольку машина не предназначалась для действий в условиях пустыни, то на этих и далее уже чехол будет присутствовать. Здесь у нас машины из Северной Африки. Сейчас покажу поближе. Можете поставить на паузу и прочитать подробнее. Далее раскладка литников, раскладка на плате фототравления, декали. Как я и сказал, все четко и читабельно.
Далее начинается сборка. Собирается интерьер на нижней части корпуса. Собирается боеукладка. Далее продолжается работа с интерьером. Также собираются боковины. На 19-м этапе начинается сборка двигателя. Двигатель здесь необычный, авиационный. Для танков, конечно, это абсолютно уникальная конструкция. Двигатель этот также можно приобрести у Mini-Art отдельно. В комплекте этого набора также присутствует стенд. Здесь же двигатель устанавливается в моторный отсек. Далее моторный отсек детализируется всевозможной мелочевкой. Как видите, огромное количество всевозможных патрубков. Очень детализированное и насыщенное пространство. Далее возвращаемся к боевому отделению. Продолжается работа с боеукладкой. Далее собирается казенная часть орудия. Продолжается работа с корпусом и интерьером. Устанавливаются боковые бронелисты. Крепится мелочевка всевозможная. Петли, лючки, шансовый инструмент. Шансовый инструмент на корме танка. Верхняя бронеплита, верхние люки. Далее множество всевозможных лючков. И, кстати, здесь также хочу отметить одну особенность. Посмотрите, помимо того, что сам люк, саму эту дверцу можно сделать открытой, так еще и на ней бойницу также можно либо в открытом, либо в закрытом положении исполнить. То есть вариантов исполнения здесь, комбинаций точнее, просто, наверное, неисчислимое количество. Люк механика-водителя также может быть исполнен в разном положении. Здесь же собираются уже опорные тележки. Собирается рабочая гусеничная лента. Устанавливаются ящики для инструментов. Устанавливаются крылья. Далее всевозможная мелочевка на корпус. И устанавливается ствол основного орудия. Как я и сказал выше, здесь присутствуют два варианта. Либо с использованием мягкой маски орудия, либо без нее. Далее здесь еще одна вариация присутствует. Кстати, какую именно использовать модификацию, здесь нужно внимательно смотреть на схему раскраски. Там этот момент виден. Вот посмотрите, на правой части танка устанавливается либо такой вот короб, который собирается из фототравления, либо на этом месте закрепляется шансовый инструмент. Далее продолжается сборка мелочевки снаружи танка. Собирается башня, устанавливается пулемет, орудие в башню. Продолжается сборка наполнения интерьера башни, радиостанция, прочая мелочевка. Вот здесь присутствует еще одна вариация. Антенну на башне можно исполнить либо с вот таким вот кольцом, либо без него. Кстати, сами антенны нам предлагают изготовить самостоятельно. Но, думаю, из какой-нибудь струны это сделать не составит труда. Далее продолжается сборка башни. Башенная корзина, если я правильно ее назвал. Люки, пулемет. И вот еще одна вариация. Пулемет можно закрепить вот таким вот образом на башне, либо исполнить башню без пулемета. То есть люки немного отличаются для одного и другого варианта. Последняя страница. Устанавливается еще некоторая мелочевка в башню, и башня устанавливается на корпус. Также самостоятельно нам предлагают изготовить, видимо, провода. Следующая цветная страница – это подсказка, как расположить скатки и сумки на танке.
видите, они развешиваются вот таким вот образом вдоль борта. Но этот момент также можно подсмотреть на бокс-арте и на вариантах окраски. Следующие два варианта окраски — это снова Северная Африка, 42 и 43 годы. Далее еще два варианта окраски. Это уже 43 год. Вот посмотрим поближе. На последней странице инструкции располагаются наборы фигурок, которыми можно дополнить эту модель танка. Здесь у нас британский танковый экипаж, британские офицеры и солдаты. Ну а в нижней части расположена таблица с необходимыми цветами. На этом инструкция завершена. Давайте перейдем к пластику. Литников в наборе очень много, поэтому я постараюсь долго на каждом не задерживаться, но я думаю, вам и так все будет видно. Какие-то отдельные моменты прокомментирую. Начнем с литников, которые относятся к рабочей гусеничной ленте. Это два вот таких вот почти одинаковых литника с опорными подушечками. Наружные подушечки, которые имеют грунтозацепы. Внутри, соответственно, желоба под полупальцы. Все отлито идеально. И внутренние подушечки, которые, соответственно, гладкие. Ну а внутри точно такие же желоба. И третий литник, который относится к гусеничной ленте, это, собственно, полупальцы и зубцы. Хочу заметить, здесь присутствует небольшое количество облоя по краям зубцов, но острым ножом он срезается безо всяких проблем. А как собирать эту гусеничную ленту, я покажу еще в отдельном ролике. Здесь есть одна хитрость. Ну а вот так вот она получается в сборе. Достаточно надежная. И я думаю, устанавливать ее на модель будет очень легко. Как видите, лента прекрасно изгибается, прекрасно примет форму катков. Ну и, конечно же, имеет потрясающе высокую детализацию. Следующая деталь, следующий литник, который имеет отношение к ходовой части, это детали тележки. Вот они, все необходимые элементы. Верхний ролик. Все пролито безупречно. Далее опорные ролики. Здесь вот обратите внимание, на бандаже даже можно рассмотреть надпись. Ну а тележка выглядит вот таким вот образом в сборе. Катки остаются подвижными, достаточно туго вращаются, то есть кататься, конечно, она не будет, но для покраски или для каких-либо других целей этого вполне достаточно. Очень детализированная, очень здорово смотрится такая тележка. Кстати, вот на центральной части также присутствуют номера. Далее литничок с ведущей звездочкой. Ажурная красивая деталь. Все отверстия, все клепки отлично пролиты. Зубцы звездочки также отлично исполнены. И вот что хочу заметить, питатель подведен сбоку. То есть при скусывании сам зубец не повредится, геометрия не пострадает. Очень грамотно продуман этот момент. Следующий литник. Здесь также присутствуют части ходовой, ленивец, скорее всего. Далее лючки. На лючках имеется фактура металла. Далее шансовый инструмент, мелочевка.
некоторые детали отлиты с помощью многоразъемной формы. Вот здесь, кстати, фара. Внутри фары имитация лампочки. На многих мелких деталях, как я и сказал, присутствует фактура брони. Еще один литничок с шансовым инструментом. Здесь также все очень тонко, очень здорово отлито. Еще один небольшой литник. Здесь у нас пулемет, судя по всему, это пулемет, который крепится на башню. Отлит корпус пулемета с помощью многоразъемной формы, соответственно, имеется отверстие в стволе. Далее и снова пулеметы, автомат, запасные барабаны, вентиль какой-то. Ствол также имеет отверстие. Мелкие детали интерьера, тонкое литье. Очень красиво и четко исполнены все детали. Огнетушители узнаются. Далее часть боеукладки. Снаряды собраны в такие вот кассеты. Здесь присутствует небольшой стык от половинок пресс-форм, но эти кассеты будут установлены таким образом, что, я думаю, этого стыка особо и видно не будет. Да и убрать его также не составляет большого труда. Здесь также расположены сидушки, на них имеется имитация складок ткани. Далее большой литник, здесь масса мелочевки, интерьерные элементы, элементы казенной части орудия, скорее всего. Далее вот сиденье одной деталью. Все отлито без нареканий. И большая крупная деталь — это подбашенная корзина, если я ее правильно называю. Внутри имеется имитация металлического пола. Также присутствует имитация, видимо, какой-то проводки, петли, имитация люка. В нижней части также присутствует необходимая геометрия. Следующий литник. Здесь хочу отметить радиостанцию. Здорово пролиты все приборы. Далее боеукладка. Боеукладка здесь в виде бутафории, то есть вот кончики снарядов, задние части снарядов, ну а соответственно сам короб пустой. И вот еще одна боеукладка аналогично исполнена. И вот еще одна, если я правильно понимаю. Даны всевозможные трубки, провода. Судя по всему, перед этим мы смотрели на интерьер башни, ну а вот и сама башня. Здесь присутствует имитация фактуры брони. Просматривается номер. Присутствует имитация винтов, заклепок. Очень добротное литье. Очень детально проработан этот элемент. Внутри на башне также вся необходимая геометрия присутствует. Внутри заклепки, винты и ни единого следа от толкателей. Хочу показать сходимость деталей башни. Здесь, как видите, все отлично. В башне присутствует два боковых люка, один верхний, так что обзор интерьера должен быть достаточно хорошим. Далее продолжаем рассматривать литники. На очереди детали двигателя. Это у нас всевозможные патрубки. Насколько я знаю пластик Mini-Art, такие тонкие детали откусятся безо всяких проблем. Ничего не сломается и не повредится. Конечно, при должной аккуратности.
Далее литник с основными деталями двигателя. Прекрасно все пролито. Вся необходимая геометрия. Все просматривается. Ребра охлаждения цилиндров. Патрубки. Лопасти вентилятора. Все отверстия. Двигатель станет настоящим украшением этой модели или же вашей полки. Еще небольшой литничок с мелочевкой. Это, если не ошибаюсь, также детали двигателя. Далее задняя бронеплита, выхлопные трубы. Задняя часть детализирована как внутри, так и снаружи. Заклепки и вся необходимая геометрия. На выхлопных трубах также присутствует имитация отверстий. Здесь также можно увидеть номер. Небольшой литник с лючками. Прекрасно пролиты все отверстия. Вот это вот корпус видносмотрового прибора. На нем также выбит номер. Кстати, посмотрите, вот эти вот маленькие лючки детализированы с обратной стороны. Далее мягкая маска орудия и коротенький ствол для этой маски. Здесь, на мой взгляд, довольно живая имитация складок ткани. Вот так вот это будет выглядеть в сборе. Ну, на мой взгляд, достаточно убедительно. В стволе, кстати, имеется отверстие, но и также имитация нарезки. Далее снова вернемся к башне. Это детали люка. Здесь также корпус смотрового прибора. Также с фактурой брони и с номером. Далее борта танка. Здесь отлиты массивные петли, массивные заклепки. Здесь же дверцы. Язык не поворачивается назвать эти детали люками. Детали пролиты с обеих сторон. Прекрасно сымитированы запоры, заклепки. С обратной стороны также пролиты заклепки на бронелистах. Далее отдельным литником идут крылья. Достаточно сложные детали пролиты с минимальным количеством элементов. Детализировано также все с обеих сторон. Следующий литник, это, если не ошибаюсь, верхняя часть танка, верхний люк. Далее с обратной стороны потрясающе исполнена всевозможная проводка. Думаю, когда добавятся сюда детали интерьера, будет очень зрелищно и реалистично смотреться. На остальных деталях также везде, где необходимо, заклепки пролиты с обеих сторон. Вот здесь даже присутствуют какие-то вентили, или что это такое. Следующий большой литник. Здесь масса деталей экстерьера. Все отлито без каких-либо нареканий. Как и на предыдущих деталях, везде, где необходимо, четко пролиты заклепки. Стволы отлиты с помощью многоразъемной формы. Присутствует имитация фактуры брони на лючках, на более крупных элементах. Вот маска орудия, передняя часть. На ней также выбиты номера. Некоторые детали пролиты с обеих сторон. Вот посмотрите, здорово сымитирована обратная сторона лючков, бойниц. Еще один большой литник с мелочевкой, на этот раз интерьерная. Снова боеукладка в виде бутафории. Далее элементы с имитацией металлического покрытия, такого противоскользящего. На нем же имитация петель. Это, если не ошибаюсь, корпус трансмиссии, казенная часть орудия.
мелочевка. Вот, кстати, приборы механика-водителя. Это, вероятно, педальный узел. Все отлито очень тонко, очень четко. И последний литник – это самые крупные детали с бронелистами, с бронепластинами. Броня, как и на предыдущих элементах, отлита с обеих сторон. Везде, где необходимо, пролита имитация проводки, трубок, шлангов, заклепок. Имеется имитация брони, фактуры брони, петли, лючки, всевозможные технологические отверстия, запоры. Потрясающе детализированная модель. Буквально каждый квадратный сантиметр наполнен множеством мелких деталей. Верхняя часть. Вот еще деталь с имитацией мелкой сеточки. Далее на обороте также масса детализации пролита. Множество заклепок, просто огромное количество. И последние пластиковые детали в наборе – это ящики для инструмента. Достаточно простая деталь. Здесь сымитированы петли, запоры, но также этот ящик будет дополнен фототравлением. Ящики здесь получаются вот такими вот, со скошенным донышком, но это все потому, что они устанавливаются на скошенную броню. Так что такие вот неправильные формы, можно сказать. И дополнительные элементы этого набора, как я уже говорил, это скатки и сумки, которые доступны у Mini-Art в отдельности. Здесь отлично сымитирована ткань, ремешки, складки. Очень реалистично, выглядит очень натурально. С торца скатки. И второй литничок. Здесь рюкзачки и стянутые ремнями тоже какой-то брезент, какие-то вещи. Рюкзаки отлично вылеплены. Здесь просматриваются ремешки, просматриваются застежки. Одним словом, реалистичная деталь. С обратной стороны детализации нет, так что такие элементы нужно будет обязательно крепить на какую-нибудь поверхность, будь то танк, стена или же просто положить их на землю. Ну, кстати, скатки также не имеют обратной стороны. Ну и осталось нам посмотреть, собственно, фототравление, декали и прозрачные элементы. Начнем с фототравления. Как всегда, у Mini-Art оно упаковано в фирменный стильный конверт. Сама плата защищена с двух сторон приклеенной пленочкой. Все детали прекрасно пропечатаны. Меленькая сеточка, мелкие аккуратные элементы. Везде, где необходимо сделать изгиб, присутствует метка. Так, вот она, лицевая сторона. Здесь также имеется всевозможная детализация, заклепочки и так далее. Теперь декали. Декали здесь на 8 вариантов. Помимо обычных номеров и эмблем, здесь присутствуют, наверное, собственные имена танков. Но если ошибаюсь, поправьте в комментариях. Например, вот Робин Гуд, Атланта, оба имени с римской цифрой 2 почему-то. Декаль отлично отпечатана, смещения цвета и рисунка я не вижу.
прозрачные детали. Здесь также все отлично исполнено. Вот эта вот крупная деталь — это стекло механика водителя, и на нем присутствует некоторое рифление. Также вот здесь расположены фары, они тоже с рифлением. Ну, все остальное — это всевозможные смотровые приборы. На этом обзор модели интерьерной версии танка Grand MK1 от Mini-Art я заканчиваю. И хочу сказать, что я в полном восторге от этого набора. Сам по себе прототип очень необычный и зрелищный, ну а Mini-Art исполнил его на высочайшем уровне. Экстерьер, интерьер насыщен огромнейшим числом мелких деталей. Так что модель будет смотреться очень внушительно и будет однозначно привлекать взгляд на полке. На этом рисунке хорошо вот виден профиль танка, и можете себе представить, насколько он высокий. Уже не терпится разместить его рядом с фигурками, автомобилями, рядом с Т-54 и посмотреть, насколько же сильно отличаются пропорции этих моделей. Ну а обзор свой я на этом заканчиваю. Напишите обязательно в комментарии, что вы думаете об этой модели. Возможно, вы планируете собрать эту или другую модель из линейки Mini-Art, или уже собирали что-то подобное. Поделитесь своим мнением. Не забудьте поставить лайк этому ролику, если обзор был вам интересен, и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Я благодарю вас за внимание, всем пока и до новых встреч!